Приветствую вас, дорогие постоянные зрители, гости моего канала. С вами Ева. Вы на канале Ева Оракул Таро. И у меня что-то зачастили в этом месяце. У меня появилось много, видимо, на канал просятся новые колоды. И вот знаете, иногда не просто начинать какой-то расклад, когда ты еще с колодой не знаком, но поскольку я все читаю с потока, и карты Таро — это такой вспомогательный у меня инструмент, поэтому сегодня мы будем с вами смотреть тему о каком-то мужчине, что он к вам, что он вас думает, что чувствует. То есть сегодня пришла такая тема из потока, причем неважно, вы замужем, вы с этим человеком встречаетесь, или просто вот у вас даже никого нету, но есть какие-то мужчины, вы даже не догадываетесь, но они вот как бы положили, что ли, на вас глаз, то есть вы для них интересны, понимаете? Вот такой сегодня пришел расклад. Вот видите, вы такая вот для них заметная. Они вас видят, они вас думают, вы для них ведьмочка. Вот давайте посмотрим, что что же, интересно, тут колода так пришла, какие-то карты перевернуты, тройка мечей. Ну да, кому-то в этом сердечко разбили, девочки. Не зря попросила сегодня новая колода. Она такая, знаете, современная. Она современная, очень интересная, красная, сочная такая. В общем, так, чего-то я сбилась. Дорогие мои, с вами Ева, вы на канале Ева Оракул Таро. И сегодня в таком прекрасном месте я стараюсь, поскольку лето, пользуюсь случаем, пока мне не нужно возвращаться в помещение, записываю для вас расклады, подыскиваю прекрасные красивые локации, где могли бы с вами разбирать из потока интересные и важные темы. Ну что, начинаем. Сегодня будет один поток для всех. Кстати, хочу сказать, что приняла заявочку, кто-то мне писал там в комментариях, кстати, по-моему, 2 человека писали, да, по поводу работы, реализации, сделать расклад на 2 варианта. Раньше все просили 1 вариант, сейчас просят 2. Ну, обязательно сделаю в ближайшее время. Ждите, будет на канале. Так, ну что, начинаем. Что же там за мужчина? Хорошая колода. Она, знаете, вот моя, тоже вот колода, я ее, знаете, когда я ее купила, причем все колоды я часто заказываю онлайн, а эту я зашла в магазин, причем в книжный, и она там была. Представляете, давно я ее хотела, присматривалась к ней. Она, правда, на турецком, но а что нам? Нам как бы все нипочем, правда, с вами? Что же там за мужчина такой? Представляете, перемешала колоду, снова тройка мечей. То есть какой-то мужчина, кому-то вы конкретно так разбили сердце. Вы знаете, такое троекратное ура. То есть вы так вот, скажем так, знаете, и у меня вот сразу из потока идет такое ощущение, что вы знаете, вы какое-то удовольствие от этого получили. Какое-то, знаете, с легкими садистскими какими-то наклонностями вы кому-то там сердце разбили. То есть вы можете, опять же, повторюсь, этот расклад вы можете смотреть на бывшего какого-то мужчину, который был, на который есть, неважно. В общем, сегодня будет речь идти о каком-то мужчине, и вы сразу же поймете, о каком. В общем, какой-то мужчина. Если у вас никого нету, то вы, мне кажется, даже можете догадываться сейчас по этому раскладу, кто же там по вам сохнет. Вот слово «сохнет», понимаете? Вот слово «сохнет» очень хорошо подходит к тому, что здесь... А причем интересно, девушка, видите, там девушка лежит, она в телефоне, понимаете? То есть для вас это, вы знаете, вы занимаясь своими повседневными делами, так, знаете, невзначай его разбили ему так сердце. И это, знаете, как будто бы такое ощущение, что вас когда-то обидели мужчины, и какая-нибудь такая вендетта. Вот сейчас ты будешь за мной бегать, будешь по мне страдать. Ты сейчас еще узнаешь. Ты сейчас, знаете, вот, может быть, вас обидел один мужчина, но как будто бы вы через это, как будто бы хотите наказать всех мужчин. Я не знаю, что такое идет. Знаете, наказание любовью. Удушить страстью. Заколоть кинжалом, не знаю, там, чего там, любви, я не знаю. Ну, то есть, понимаете, как это такая, вот у вас такая невинная шалость. По-женски вы хотите такой туз жезлов, вы хотите по-женски, знаете, немножечко мужчину, как сказать, разгорячить, разыграть, зацепить его вот так вот на крючок. То есть есть какой-то такой вот мужчина, с которым вы это делали или делаете, и вам это, конечно, да, 9 пентаклей, вам, понимаете, вам это доставляет не то, что удовольствие, вас это как будто бы, знаете, вот, так, с этой стороны карты, да, видите так, вас как будто бы это, знаете, вот вы, такое ощущение, что вас это что ли наполняет,
Вам даже не сколько нужны эти даже отношения или этот человек. Даже, может быть, есть на него какая-то обида, понимаете? Но здесь, понимаете, вот это вот состояние, что он зацепился, он о вас думает, он мыслями все время о вас, вокруг вас, вас вожделеет, даже мне такое слово идет, вы прям от этого просто кайфуете. Вот вам прям это надо. Мы будем сейчас смотреть, что, почему. Оно... Сейчас хорошенько колоду перемешаю. Новая, видите, она первый раз. Еще надо ее так... Она должна привыкнуть к тому, чтобы ее с ней работали. Сегодня поток, знаете, какой-то такой, во-первых, 30 градусов с чем-то жары. 32, наверное. Очень жарко. Я, видите, для вас без очков, для вас сижу тут, так, чтобы словить красивый ракурс. Мне даже тут нечего под спину подложить, поэтому сегодня будет расклад не сильно длинный. Вот. Почему я об этом обо всем говорю? Вам этот человек вообще не нужен, вам вообще это все это неудобно, все это не нужно, это вообще вам ни к чему. Но почему-то вы прям, знаете, вот такая вы, знаете, вот такая вот, что-то вот такое делаете, такой жест поведения, как вы появляетесь, как вы разговариваете, даже, может, своим отсутствием или своим игнором, пренебрежением, понимаете, вы в нем разгорячаете эти чувства, и на него это работает, его это цепляет, этого мужчину. То есть вы знаете, какое оружие применить против него, вы знаете, что на него работает, знаете, вы знаете, как его можно зацепить своей женской шармом и харизмом, и вы это делаете. Вы понимаете? И вы это делаете. Смотрите, и тут как бы там сразу же двойка кубков, и там как бы башня встает, понимаете? То есть разгоряются страсти. То есть, как вам сказать, мужчина понимает, и мужчина, кстати, понимает, что вы им играете, что вы его раззадориваете, что вы его цепляете. Причем по-разному. Кто-то может цеплять просто, не знаю, там, своим нарядом или как-то своим поведением, а кто-то даже может провоцировать на какие-то, знаете, такие-то, или на скандальчики, или на какие-то шуточки, на какой-то сарказм вот мне идет. Не зря вот что-то такое шла. Может быть, в переписках какие-то, знаете, вы там что-нибудь ему закинете, и потом смотрите, как он жарится на этой сковородке. Потому что я не знаю. Вот понимаете, это потому что Modern Witch. Я же говорю, эта колода ждала, вот понимаете, эта тема, этот поток ждал такого вот расклада. То есть вы, у вас какая-то, знаете, добрая ведьмочка, современная ведьмочка, хочет, знаете, не хочет ударяться ни в какие тяжелые кармические последствия, но хочет проучить и так, вы знаете, как будто бы щелкнуть его немножко по носу. Карта смерть идет. И знаете, она здесь почему? Ну, это же, понимаете, это тоже произошло, потому что, знаете, как будто бы вы пытаетесь таким образом восстановить справедливость. Вы как будто бы таким образом, понимаете, вы таким образом пытаетесь восстановить справедливость, потому что то ли этот мужчина, то ли какой-то другой мужчина вас крепко обидел, задел. Как будто бы даже немножко вашу самооценку подбил. И вам как будто бы сейчас нужно сделать эти действия для того, чтобы себя восстановить. То есть вы себя так ведете с ним, и даже, понимаете, вот как будто бы вы заигрываете. Вообще, в принципе, я смотрю, сейчас посмотрим, проверим. Но вот, понимаете, мне идет карта влюбленные, понимаете, вы как будто бы специально, вы сейчас вообще хотите, чтобы в вас влюблены были все, и вы хотите всех мужчин повалить на повал этой страсти, чтобы они по вас сохли и мучились. То есть у вас что-то такое, не могу я обидеть мужчин как-то, как они меня обижали. Сейчас я их обижу любовью. Ну, как бы, что они будут по мне это, блин, вот эта спина у меня, конечно, я тут не знаю, девочки, извините, сейчас надо как-то положение поменять, я не знаю, у меня поясница отвалится после этого расклада. Крайне неудобно, просто диван проваливается, он не твердый. Ладно, почему я об этом даже вам сказала, понимаете, странно. Ну, потому что, во-первых, мне действительно болит спина, может быть, у вас болит спина, потому что всегда поясница, спина, это же страхи, внутреннее напряжение какое-то, понимаете, какое накопилось у вас. То есть там ситуация, видите, действительно не от сладкой жизни вы решили быть такой, знаете, вот эта карта снова выходит, видите? Я же говорю, подтверждение. То есть вы сейчас пытаетесь жить, как ни в чем не бывало, но вы знаете, сколько в вас воткнули, сколько в вас внутри этих ран, девятка мечей, сколько... А подождите, нет. Тут уже, понимаете, тут такое у нее состояние, на самом деле,
тут уже, понимаете, тут десятка мечей. Что-то я вам оговорилась, потому что у меня там просто девятка еще выходила. И тут, понимаете, еще такой момент, что как будто бы это все настолько вам, понимаете, настолько вам было тяжело. Вы посмотрите, там темное небо, начинают уже светлые краски, понимаете, уже розовые краски такие жизни, любви просачиваться, и вы в такой же кофточке. И вот почему-то вы с телефоном, понимаете, может быть, вы даже сейчас с телефона расклад смотрите, может быть, сейчас вечер вы лежите, и вам вы слушаете даже меня и думаете, что Ева, ну на самом деле это было не так весело все, было очень болезненно, и поэтому я сейчас так себя веду. И карты говорят, что да, действительно, вы сейчас понимаете это, вы хотите восстановить справедливость, и вы как бы сейчас пытаетесь снова новую жизнь построить, понимаете, новую реальность, себя как бы заново воссоздать таким поведением. То есть мужчина, как сказать, какой-то мужчина вам причинил очень много боли, какая-то ситуация. И сейчас вы такая похитительница сердец. Вот, я даже назову этот расклад похитительница сердец. Однозначно. Вы вот похитительница сердец, и вы это делаете, да, ну вот понимаете, вы это делаете, снова выходит карта смерть, понимаете, вы это делаете, знаете, как такая восстановитель справедливости. Давайте посмотрим, что конкретно, вот как вы там мужчину цепляете, что он о вас думает, что он чувствует, что у него там происходит с ним, что с ним происходит, когда вот эти вот вы свои игры с ним играете. Вот. Потому что, я говорю, вот вы даже так, знаете, коктейльчик попить, делами своими заняться. Вы как будто бы, знаете, вы вот, как будто бы вы какая-то действительно вот магия, понимаете? Вы мысленно подумали, вот, что... Вы знаете, вот зашли, сделали действие. Вы сейчас угадаете себя. Как будто бы зашли, бросили камушек, ушли. И пусть оно там все само работает. Знаете, как зелье какое-то сколдовали, и все, вот оно, пусть оно работает. Пусть вот оно все действует, как бы, и вы там не будете говорить, там, что типа, будь ты проклят. Нет, это вообще не об этом. Это, понимаете, вы настолько светлые и добрые, что вы даже злиться не можете по злому. Вы даже злитесь, понимаете? Вот, смотрите, как вы злитесь. Понимаете? Вы злитесь в юбке страстно, вот видите, через любовь. Вы вот сейчас любовью отомстите. Страстью, своей короткой юбкой, своей привлекательностью, сексапильностью вы отомстите. Понимаете? Тем, что ты будешь влюблен, а я тебе не дам. Ты будешь обо мне мечтать, а я буду недоступна. Понимаете? Вот приблизительно так, понимаете? Чтобы у него горело, просто подпекало на вас. И у него горит и подпекает. У него горит и подпекает, я хочу вам сказать. У него конкретно горит и подпекает на вас. Так, давайте еще посмотрим. Интересная тема, что такое выходит, такое прям неожиданный какой расклад похитительницы сердец. Ну, мужчина, хотела четверка мечей. Мужчина, мне кажется, вот тот, над которым кого вы решили прожарить, у вас это получилось. То есть вы его, понимаете, вот, вы его, сказать, вам удалось его положить на лопатки, так же, как он положил на лопатки вас, я бы так сказала. Но вы это сделаете очень красиво. И даже такое ощущение, что вы как бы в лице, как бы, понимаете, вот вы разгораете огонь в сердцах других мужчин. Этого мужчины, других мужчин, вообще мужчин, неважно. То есть возьмите, и он, знаете, вот как бы, знаете, как такая мужская солидарность, что как будто бы, вот знаете, такое ощущение, что вот я сейчас воздам всю эту справедливость, вот меня один обидел, но вы сейчас все мужчины пострадаете, весь вас мужской род. Вот что такое идет, я не знаю. Девочки, вот пишите в комментариях, что там у вас за ситуация, потому что расклад общий, я не могу, я пытаюсь это все нащупать, но самое главное, что вы как будто бы с таким холодным этим разумом, вы хотите вот восстановить справедливость, и король, понимаете, здесь, и королева, и король мечей. То есть вы, причем они обе женщины, вы здесь вот прям вот реально хотите по-холодному. То есть вы знаете, как вы такая в холодном рассудке, у вас есть какая-то такая, вы знаете, обида или какая-то неприятная ситуация. То есть вас как будто бы вот размазали, кто-то вам причинил боль. Да, вот там приходила карта эта. И вы хотите сейчас
элегантно, красиво, незаметно, не наследив, знаете, как такой самурай, красиво, жестко, одним движением. Боже, что происходит, что за расклад, что за поток, девочки, пишите, чье это вообще, кто так себя ведет, ну вы такая, смотри, как игривая кошечка. Взяли такой маленький меч, такая чик-чик-чик, помните, как Том и... мне вот приходит Том и Джерри, помните, вот кот такой большой, он там какие-то пакости натворил. Приходил Джерри, может, это у вас любимый мультик был, не знаю, брал эту маленькую шпагу и тик-тик-тик-тик-тик. И понимаете, вот это вот ваша кровожадность, она очень мила. Вот так вот. Ваша беспощадность, она настолько привлекательна и сексапильна, что на вас даже сложно как-то обидеться, что ли, понимаете? Я не знаю. Ну, вы пока понимаете, тут интересно, что как будто, знаешь, такое пятно крови рода, пока вы не восстановите эту справедливость, пока у вас от этого состояния, понимаете, прям бабочки, вас прям будоражит, что мужчина жарится на этом огне страсти в сторону вас. Причем у всех по-разному. Кто-то, я же говорю, кто-то недоступностью, кто-то тем, что вы как завлекалочка прошлась, отодвинулись. Вы даже немножечко, кто-то идет, изображает из себя, знаете, такую, что мне все равно. То есть вы как бы для него вы такую, с ним такую радость, понимаете? Сейчас я вам покажу. Вот, то есть у вас с ним такое ощущение идет, понимаете? Вот, сейчас я вам покажу, что мне пришло. Вы ему изображаете интерес, радость, вы его цепляете, вы доходите до того момента, как его зацепить. Он полностью на вас падок, и потом, когда вы это цепляете, вам это все, вы теряете как бы интерес, вы понимаете, что свою работу сделали. Я не знаю, как это назвать. Это похитительница сердец, любовная черепашка-ниндзя, я не знаю, что это такое, девочки. Кому вы там хотите отомстить своей маленькой шпажкой? Тык-тык-тык-тык-тык. Говорю. И даже вы нескольким, понимаете, я же говорю, кто-то один вас мужчина, или обида на него, или какое-то такое было состояние, но сейчас вы всех мужчин, знаете, когда кольнули его, одного кольнула, второго кольнула, кому-то словечко скользкое сказали, кому-то с кем-то пококетничали, а потом проигнорировали, понимаете, и мужчина такой, сразу у него такая самооценка вниз, понимаете, то есть вы так это проучаете, что ли, щелкаете их по носу. Я не знаю, чем вы там занимаетесь, у вас какой-то летний сезон, открыли вы охоты, не знаю, может, сегодня расклад какой-то, я не знаю. И я тут сижу, кстати, интересно, смотрите, такая локация получилась. Я когда садилась, я не знала, что будет тема из потока. Я понимала, что сейчас открою колоду. У меня 2 колоды пришли новые. Я думаю, вот какую колоду я сейчас возьму, и под нее сразу я пойму, какая тема. Вот я взяла эту колоду, сразу поняла, какая тема. И я сижу, понимаете, здесь такой огромный диван, такие светильники, как Дастархан такой турецкий. То есть вы знаете, как такая немножко, как вот правда, вы как султан такая, знаете, в гарем себе сейчас мужчин понабираете и будете поднимать свою самооценку. Там вот этого, знаешь, этому дала, этому не дала. Вот что-то в этом духе. Хорошая колода, она меня слушается, она как бы, ну, она меня слушает, она со мной сразу же ко мне подключается. Но практически все колоды, которые вот у меня есть, они со мной в резонансе. Но сегодня карты выпрыгивают, понимаете? Вот вы даже немножко так вальяжно, вы вот это мужчинами так разбрасываете сейчас, понимаете? Вы даже хотите им, вы до предела, вы даже хотите, чтобы немножечко больно было. Вы эту боль, когда начинаете видеть, чувствовать, что мужчина делает эту боль, вы такая, вот у вас что-то такое. Я же говорю, какой-то на уровне какого-то садизма. Но это в хорошем смысле, понимаете? Вы как будто бы восстанавливаете какую-то такую справедливость, понимаете? Королева Пентаклей. Вы однозначно... королева жезлов, понимаете? Вот вы как будто бы восстанавливаете справедливость, поднимаете свою самооценку и как будто бы себя наполняете силами, чтобы уже, понимаете, совершенно новые отношения, понимаете, пришли. Вот, то есть вы хотите уже начать какую-то новую сторону двигаться, какую-то новую главу открыть, потому что вы же это делаете сейчас не просто так, это же не вы такая, знаете, это садистка, хотите обижать мужчин или людей. Нет, такое ощущение, что вы вот так вот невинным таким образом, красуясь, поднимая свою собственную самооценку, хотите мужчин щелкнуть по носу. Вот как-то так.
То есть это не, знаете, это вот не со зла, это какой-то такой, знаете, очень такой невинный, милый, знаете, вот как девочки маленькие обижаются, понимаете, вы таким образом пытаетесь как бы свою силу показать немножко, понимаете, вот показать, что я богиня, я красавица, я королева, я вообще, вот мне это все вот нипочем, вы знаете, вы таким образом восстанавливаете, знаете, свою целостность для самой себя, в глазах себя, чтобы снова почувствовать себя красивой, привлекательной, сильной, способной любить, понимаете, потому что вы, конечно, вот снова выходит четверка, понимаете, здесь уже про вас. Потому что в какой-то момент, совсем недавно, из-за каких-то отношений, из-за какой-то мужчины, возможно, из-за этого или из-за какого-то другого, вы были в состоянии, в принципе, убитым, и вы уже, как бы, понимаете, такое жить не хочется, вообще непонятно, куда деваться, такой вот тупик. Вот, и сердце было разбито конкретно, то есть это было очень-очень больно, то, что происходило. И сейчас, конечно, вы хотите набраться, вернуть свою женскую силу вообще, понимаете? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. На прошлом раскладе говорила, что да, нам цепляют некоторых зрителей моих слов, понимаете. Говорила и буду говорить. Если вас цепляют слово «понимаете», если вас цепляет слово, понимаете, вы за всеми моими прекрасными локациями, понимаю, что я говорю ежедневно на нескольких языках, я очень стараюсь чисто говорить, и все-таки вас это цепляет, хочется сказать, что у вас расклады не для меня, вы не понимаете вообще, что здесь происходит, понимаете, и это сейчас, понимаете, вот это я тоже сказала сейчас, опять вот мне пришлось потока, это не просто так я сказала, понимаете, это вот у вас, видите, такая, хоп, такая съязвила немножечко, такая, хоп, такая, уколола, такая, знаешь, такая вроде ни при чем, уколола такая, да, вот это вот вы. Вот это вы. Вроде такая прошлась, такая вся красивая, такая, прошлась, такая где-то зашла, такая вроде и уколола. Вот это вы. Боже, я не знаю, что там вы, понимаете? Вроде прошла как мирный житель, а на самом деле как мафия, понимаете? Вот так вот и вы. Масочку надели такая, зашла. Вот. И почему я сказала, что, даже я сейчас сказала какую фразу, да, что если люди обращают вечно такие, обращают внимание на такую вот ерунду и не понимают вообще, что здесь происходит, какой вообще я посыл несу и что я передаю в потоках, то этот поток, значит, эти потоки, эти видео не для них. Я поэтому даже, на это не реагирую, это мне пустое. Почему я сейчас вам это сказала и снова, да, мне вот как бы пришлось вам это сказать? Потому что вы должны себе сказать, понимаете, вот это вот вы сейчас, конечно, это, вот, знаете, такую милую вендетту совершаете, понимаете, милую вендетту вы совершаете, немножко наполняете свои чаши чувств, как бы, да, но, понимаете, проблема в том, что вы должны глубже посмотреть в то, что происходит, то есть вы таким образом свои проблемы не решите. Вы, конечно, наполните, да, какие-то вот там чаши, да, здесь, понимаете, 7 чаш, то есть вы вроде бы понимаете, вы сейчас этим самым немножко сама себе карты запутываете. И вы сейчас с одним мужчином так повели, с кем-то пофлиртовали, с кем-то еще чего-то, но вы, знаете, вот вы сейчас уже, в принципе, почти наполнили себя, поэтому не увлекайтесь, тормозните уже. Вот, понимаете, карты показывают, что хватит уже, да, пора уже немножечко, окей, поигралась, как бы немножечко так это развлеклась, и хватит, вот, и хватит. Вот, поэтому я вам сказала, что, если кто-то не понимает, цепляется к каким-то таким вещам, то есть кто-то вас обидел, какой-то мужчина вас обидел, не оценил вас, то, что вы делаете, что вы с собой несете, кто вы такая. Если этот мужчина вас оставил просто с разбитым сердцем, понимаете? И, кстати, здесь интересно, здесь вообще Нью-Йорк, интересная карта, смотрите. Да, Нью-Йорк, неважно, там будем считать, что это Нью-Йорк или там какой-нибудь Лос-Анджелес, какие-то вот, знаете, такие вот, какие-то заграничные истории могли быть, да, или, возможно, вы хотели куда-то переехать, у вас не получилось, то есть какая-то вот ситуация разбитого сердца, когда вы себя почувствовали, знаете, немножко вот лузером, что ли, что-то не сложилось, то ли какая-то любовь, то ли какой-то переезд, то ли, знаете, какая-то надежда на светлое будущее, понимаете, она обрушилась. Почему сейчас сказала 4 кубков, если это 5 кубков? Купа бы шли, да. То есть это же 4, потому что мне пришла 4 кубков. Знаете почему? Потому что вроде как бы казалось, что вот-вот-вот, а оказалось, что нет-нет-нет. Вот как-то так. Потому что здесь она тоже была. Была 3 кубков, да. Но они просто, видите, рядышком тут. В общем, смысл такой из потока идет, что было, знаете. Вот если в вашей жизни это не срослось и не сложилось, отпустите это. Все, что не делается, все к лучшему. Повторяйте это себе. И пересмотрите того мужчину, ту ситуацию, понимаете. Пересмотрите, вот даже по карте выходит, видите, пересмотрите ту жизнь, ту ситуацию.
пересмотрите, и вы поймете, понимаете, вот здесь жрица, вы поймете, что вы, как сказать, что вы выше той ситуации, понимаете? Тот мужчина был не вашего уровня, эта ситуация была не вашего уровня. И почему вы из той ситуации вышли как с разбитым корытом, понимаете? Потому что она была не ваша, то есть она вас бы все равно не сделала счастливой. Вот. Слушайте, какой сегодня интересный и неожиданный поток. Потому что я его не готовила. Вот я решила провести расклад, потому что купила эту колоду. Одна колода мне пришла, а вторую я просто, я же говорю, в книжном магазине я ее увидела. Я когда поняла, думаю, боже, я же как раз хотела заказать эту колоду, но я хотела ее на английском заказать. Но думаю, ладно, возьму на турецком, и что, мы все равно все с вами понимаем. Понимаете, десятка кубков. Мы все с вами прекрасно понимаем, что вас сейчас этот период временный. Ну, сейчас вы немножко пошалите. Я вам, вот скажите, Ева разрешила, все мне разрешили, высшие силы через Еву разрешили, понимаете, пошалить немножко. Как Том и Джерри. Немножко его щелкнуть по носу, понимаете? И у вас тоже настроение даже поднимется. Вот я смотрю, вы такая сразу игривенькая такая. Вот и все. Я сегодня, посмотрите, какая я сегодня дерзкая, шальная с вами веду себя прям ужасно, распущена прям вообще, потому что вы себя так ведете сейчас так с мужчинами. Я не знаю, что вы там с ними делаете, расскажите, как вы там с ними издеваетесь, какие пытки вы им там устраиваете. Очень любопытно. Думаю, всем девушкам будет интересно почитать эти истории. Пишите в комментариях, я читаю все комментарии, вы знаете. Понимаете, можете даже не писать. Делит. Ну, я шучу, ну просто, понимаете, вот у вас такое настроение, вот понимаете, да, сейчас я в потоке, это вы такая, как будто бы саркастичная, то есть у вас такой сарказм, колкость, сарказм, и вы сейчас это дожимаете, вы прям упиваетесь от этого, получаете удовольствие. Такое ощущение, что вы никогда такой не были, вы прям упиваетесь. И вот смотрите, десятка кубков нам показывает, что все-таки вас это ведет, понимаете, не просто так, вы сейчас вот все свои кубочки наполните. От этого мужчинки взяла, от этого мужчины взяла, от этого джентльмена подпиталась, от этого, понимаете, тот там еще что-нибудь, там кофе мне купил, а тот там как-то, знаете, вот на меня посмотрел, я такая на него, опа, да, ну что-то такое вот идет, понимаете, вы как будто бы играетесь этим, наполняете себя и такая расправите плечи, и такая, та-дам, вот как-то так. Потому что у вас большие цели, большие желания, мечты, понимаете? Вам нужна большая настоящая любовь. Потому что, вот понимаете, вот подтверждение, понимаете? Потому что вам нужна настоящая любовь по-взрослому, по-всерьезному, без всяких этих игр. Вы не хотите вот этой шпажкой вот это тыкать, это вообще не ваш уровень, понимаете? Вы сейчас просто этим занимаетесь, чтобы снять с себя, знаете, вот эти все остатки напряжения и боли. Все, ушло, забыли. Потому что вы, конечно, посмотрите, вы королева, императрица. Вы императрица, понимаете? Рассмотрю эту карту. Интересно здесь, посмотрите, вот у нее, видите, вот как будто бы здесь снежное царство, оттапливается лед. То есть у вас этот лед сейчас растает благодаря тому, что происходит, и вы начнете себя чувствовать, ну, посмотрите, какая, вот вы классная. И вот смотрите, тоже она такая в белом, вот вы такая очень сексуальная. И у нее, кстати, здесь, смотрите, лимоны. Немножко, вот понимаете, вы сейчас эту кислоту какую-то, знаете, такую вот возьмете от ситуацию и будете просто потом вот, понимаете, жить и наслаждаться. Ну классно, вот смотрите, какая вы. Вот эти вот осколки льда снежной королевы, вы сейчас их разбросаете вокруг. И, понимаете, это такая, знаете, игрушечная такая вот месть у вас. Я не знаю, как это сказать. Месть по-доброму, я не знаю, как это еще можно назвать. Лимон, смотрите, у меня тоже лимон, лимонад я пью, представляете? Лимон и лимонад. Почему лимон? Потому что пока достаточно кислый вкус, понимаете, остаточный. Ну вот сейчас я вам расскажу, что будет дальше. Вот вам и дальше что будет, понимаете? Император, мне все время в последнее время император и императрица, понимаете, и тропка кубков между вами будет. То есть как-то вы то ли познакомитесь в компании друзей, то ли на какой-то вечеринке, празднике, то ли какое-то, знаете, вот знакомство пойдет через очень такие, знаете, вот светлые, такие события. То есть, как бы все будет очень классно. Сейчас вот вас их так зовут, смотрите. Император и императрица. Класс. Ну, супер. И он здесь такой, понимаете, упертый. Смотрите, здесь интересно, здесь император с этими рогами прямо, он, понимаете?
И у него, посмотрите, и опять идет Нью-Йорк. Слушайте, что-то там про переезды будет, понимаете? И не зря здесь тоже тройка кубков. То есть какие-то знакомства, как-то завяжется, закрутится эта ситуация, куда-то вас манит к этим, к заграничным каким-то местам. Кстати, уже, по-моему, 3-й или 4-й расклад это выходит. Было у нас райское место, будущий муж, да? Потом еще был какой-то расклад. То есть какие-то про Испанию что-то мелькало. То есть какие-то то ли поездки, то ли знакомства в поездках однозначно будут, понимаете? Да-да-да. Подтверждение 100%. Вот я говорю сейчас правду. Это будет, и через это придет очень хорошее такое расширение вообще вашей жизни. Не только в отношениях. Вы еще почувствуете себя, знаете, такой зажиточной немножечко, понимаете? Вы будете чувствовать, что вы как будто бы не только любовь обретаете, но еще обретаете какую-то финансовую опору. Все, расклад классный, поясница отваливается. Будем заканчивать, потому что я уже чувствую, что все. Все. Я вам все сказала, все, что хотела. Давайте одну карту вытащим, да, сейчас совет вам. Боже, это как печет. Как печет, девочки. Тут даже такой навес, он такой полупрозрачный. Мне так жарко, очень жарко, вся мокрая. Уже невозможно, не краситься невозможно. Солнцезащитный крем просто за секунду стекает. В общем, извиняюсь за такие подробности. Но я уже нашла несколько интересных таких продуктов, которые, правда, очень спасают меня, легких, но это ежедневно. Здесь мне, понимаете, нужно обновлять солнцезащитный крем каждые 2 часа. Вот интересно тоже, почему я вам это говорю, понимаете? Потому что вот у вас сейчас такое ощущение, что вы будете собираться куда-то в поездку, на отдых, или у вас какая-то будет, понимаете, какая-то заграничная история будет. 10 опять кубков выходит. Ну, понимаете, одни и те же карты, вот сейчас я пролистываю, одни и те же карты выходят мне, подтверждают просто все, что я уже говорила. То есть ничего нового. 5 кубков, да, эта карта тоже выходила, понимаете? Вот у вас когда-то у вас не получилось что-то реализовать, какую-то мечту, желание, переезд, поездку. Сейчас получится, понимаете? Вот 3 кубков получится. Сейчас это получится по легкости, через каких-то других людей. И вам карта совет сейчас, понимаете? Вот то, что вы сейчас там со всеми обобщаете, со всеми кокетничаете, флиртуете, понимаете? С кем-то по-доброму, с кем-то, знаете, щелкнуть по носу. Продолжайте в том же духе, но как бы уже, знаете, закругляться пора. Вот это вот мораль сей басни такова. Вот, поэтому вы сейчас уже немножечко, понимаете, свои чаши поднаполнили, контейнеры бензинчиком заправились любовным, силами, самооценкой, можно двигаться вперед. Ой, вот такой сегодня, девочки, жаркий, интересный расклад, неожиданный, на новой колоде. Она нам сегодня послужила. Первый раз сегодня на ней работала. Надеюсь, она вам понравилась. Пишите в комментариях. Вот. Такая вы сейчас боевая леди была у меня сегодня на раскладе. Поэтому жду вас на новых раскладах. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Пишите в комментариях, что вам срезонировало, что вам интересно, что вам нравится, что нет. Так, надо выйти из этого образа дерзкой и смелой, которая вы сегодня была у меня на раскладе. Вернуться снова в себя, в Еву. В белый воротничок аккуратненько, так понимаете? А то потому что я тут это... Если я надолго в вас останусь, то это как бы это... совсем тут расшалюсь. В общем, благодарю всех, кто оставляет комментарии, читаю все, каждое слово читаю, каждый ваш теплый посыл, каждое светлое слово откликается у меня в душе, просто как бальзам на душе. Благодарю вас за то, что вы находите секунду, минуточку ответить, поделиться. Если вы хотите поблагодарить меня монеткой, вы знаете, что есть кнопочка Thanks, есть ссылки на донаты в описании. Если у вас есть такое желание, мне это очень приятно. Я понимаю, что это значит, что сильно расклад откликнулся, вам очень это было все полезно. Вот. Приходите на личные консультации, если вам нужна моя поддержка и личный расклад. Ну что, мы с вами видимся из этого красивого места специально для вас, из Турции, из Бодрума. Пока!